Всем большой вязальный привет! В этом видео я хочу более углубленно затронуть тему вязания в технике свинг, поделиться своим опытом, ответить на некоторые вопросы и показать новый способ, как лучше провязывать листики в этой технике. Таким способом новым я уже вязала варежки, мастер-класс по которым вышел недавно. Листья в таком случае получаются более красивые и аккуратные. В этом видео я проставила там коды, так что вы можете сразу промотать в нужный раздел. Вязание свинг – это вязание укороченными рядами. Мы вяжем ряд, но не до конца. Разворачиваем вязание, вяжем назад, затем мы снова разворачиваемся, вяжем в обратную сторону. И с помощью таких разворотов у нас образуются различные узоры очень красивые, в том числе такие листики. И когда мы делаем такие развороты, чтобы не было дырочек в полотне, нам нужно проводить некие манипуляции. У меня на канале уже есть много мастер-классов в этой технике. Мы с вами вязали и шапку, митинги, бактус, круглую кокетку. И во всех этих изделиях я применяла немецкий способ укороченных рядов, чтобы не было таких дырочек при разворотах. Но в этом немецком способе есть некий недостаток, когда мы вяжем платочной вязкой. А вязание в технике свинг – это чаще всего вязание платочной вязкой. Вот этот лист первый, это мы таким способом вязали во всех моих мастер-классах. И в чем проблема с этим листом? Ну, не проблема, я бы так сказала. Он тоже очень красивый. Вот в этом месте верхняя часть. Здесь все красиво получается. А внизу листика, вот в этом месте, здесь не очень красиво. Здесь идет такой рубчик, рубец. Чтобы этот лист был более аккуратный, нужно вязать довольно туго. И петли разворота хорошо подтягивать, чтобы петли сидели более плотно. У меня этот листик выглядит более-менее прилично. Но вязальщицы и подписчицы спрашивали, почему у них нижняя часть листика не настолько красивая, как верхняя. Они делают ошибки или что у них неправильно, почему так получается. Даже прислали мне фотографии, посмотрите, почему так происходит. Вот я вязала кокетку. Это изделие уже после ВТО, то есть лучше уже никак нельзя его сделать. И все равно, видите, вот здесь вот такие вот рубчики, они даже чуть-чуть выпирают, получается, вот из-за этого наложения. В этом и заключается недостаток этого немецкого способа. Это происходит из-за того, что мы все вяжем лицевыми петлями. И после того, как мы провязываем изнаночный ряд лицевыми петлями и делаем разворот на лицевую сторону, у нас петля разворота получается изнаночной. Мы ее подтягиваем немецким способом. Затем мы делаем следующий разворот через 2 ряда и следующий разворот. И таким образом у нас идет наложение этих изнаночных петель. И получается вот этот такой некрасивый рубчик-рубец. Чем больше у нас размер листика этого, чем больше разворотов, тем у нас этих наложений происходит больше. И поэтому получаются не очень красивые в этом месте листики. Я начала задумываться над этой проблемой, как лучше сделать эти листики, провязать. Я пробовала способ укороченных рядов с помощью накидов, потом с помощью обвития, но там тоже были свои недостатки. И я вернулась к немецкому способу, но внесла свои коррективы. Я попробовала в изнаночном ряду последнюю петлю провязывать не лицевой, а изнаночной, чтобы потом, когда мы перевернули вязание, у нас петля разворота была лицевой. И вот второй лист я провязала таким способом. Укороченные ряды – это классический немецкий способ, но получается первая петля у меня не изнаночная, как в первом случае, а лицевая, по лицевой стороне. Здесь уже нет этого рубчика и смотрится уже более красивее. Но затем я попробовала еще один способ. Вот этот второй лист и вот этот третий лист, они в этом месте похожи. Но вяжутся они по-другому немножко. Почему я отдала предпочтение третьему листу? Потому что здесь натяжение нити более правильное. То есть в этом способе у нас чуть-чуть идут такие небольшие дырочки из-за того, что натяжение нити, мне кажется, более слабое в местах разворота. А в этом способе получается вообще идеально. Сейчас мы вместе с вами провяжем 3 маленьких листика.
Первый листик будет состоять из одних только лицевых петель, это стандартный вариант листьев. Во втором листе мы будем провязывать в изнаночном ряду последнюю петлю изнаночной и петлю разворота перекручивать классическим немецким способом. А в третьем листе мы сделаем то же самое, что во втором листе, но петлю разворота мы будем перекручивать немножко по-другому. А вы уже можете выбирать, каким пользоваться. Я провязала здесь 8 петель, назад я уже не пойду пока. Будем провязывать первый лист. Я разворачиваю вязание, и вот основной способ этого разворота в немецком способе. Я беру правую спицу, вставляю в первую петлю, переснимаю ее на правую спицу, затем я нить завожу назад и тяну ее немножко. Вот, видите, у нас образуются такие две дужки, две ножки как бы. И теперь я вяжу на левую сторону. Это я провязываю изнаночный ряд. Провязываю до того момента, где я хочу развернуться. Пусть это будет в этом месте, здесь одна кромочная у меня осталась. Сейчас мы провяжем маленький листик, чтобы посмотреть на него. Петлю я переснимаю, тяну назад. Две ножки образуются. Лист я вяжу до тех пор, пока у меня до крестика не остается одна петля. Я ее провязываю, эту петлю, разворачиваем вязание. Вяжу назад. Вот у меня одна петля остается. Разворачиваемся. Делаю петлю разворота, как обычно. И теперь я пойду уже в обратную сторону. И сдвоенную петлю, я их крестиком называю, я провязываю за правую стенку, в данном случае она у меня передняя. Вот видите, я обхожу спицей весь этот крестик, я его провязываю. И плюс еще одну петлю я провязываю, разворачиваемся. Делали петлю разворота, вяжем назад. Здесь я провязываю крестик и плюс одна петля. Разворачиваюсь и делаю петлю разворота. Вяжем дальше. У меня идут здесь два крестика. Я провязываю первый крестик и провязываем второй крестик. Вот, мы связали такой маленький листик, пусть будет у нас на 8 петель в ширину. Все, назад я пока не пойду, мы провяжем такой небольшой узор из 3 листиков. Сейчас я буду провязывать листик вторым способом. Я здесь провязала 11 лицевых петель. Последняя петля у меня лицевая, потому что эта сторона у нас лицевая. Я разворачиваю вязание. В этом месте, это у нас верх листа, я вяжу тоже таким же способом, как прошлый лист. Здесь я должна провязать 8 петель, как и там. Вот эту кромочную не считаю. 1, 2, 3, 4. Ну, здесь не важно, сколько петель. Главное, нам нужно провязать последнюю петлю не лицевой, а изнаночной. Я провязываю петлю эту бабушкиным способом. И если мы провязываем бабушкиным способом, то эту петлю разворота, смотрите, как я делаю, вставляю спицы вот таким образом. То есть у меня идет рабочая нить на спице и правая стенка. Вот я их переснимаю и тяну назад. Вот у меня образуются две дужки. Это классический способ провязывания петель немецким способом. Если же вы вяжете изнаночные классическим способом, то у вас будет правая стенка спереди. И здесь еще проще. То есть вы берете эту правую стенку, набрасываете на спицу вместе с рабочей нитью. То же самое тянете назад, у вас образуются две дужки. Это у нас низ листа, его правая часть, а это левая часть
листа. Так как это лицевая сторона, вот мы видим лицевую сторону, значит мы здесь делаем лицевую петлю последнюю. Это та петля, где мы будем делать разворот. И здесь классическим способом делаем эту петлю, как обычно. Мы меняем только в этом месте. Вот я провязала, у меня здесь одна петля остается до крестика. Провязываю изнаночной петлей. Давайте классическое провяжу. Приснимаем на правую спицу, вот нить у меня сверху идет, таким образом, и затягиваем. Так, теперь мы идем уже на увеличение. Я провязываю крестик и затем одну петлю. Эта петля будет разворота, так как это лицевая сторона, она у меня провязывается лицевой петлей. Разворачиваем вязание. Провязываем эти петли все. И вот мы дошли до петли разворота предыдущего ряда. Видите, вот такой крестик. Я его провязываю за правую стенку. В данном случае она у нас передняя, но она раздвоенная. То есть вот в этот крестик я вхожу вот, слева направо за правую стенку, провязывая лицевой петлей. А затем я провязываю изнаночную, потому что это петля разворота, но она у нас идет по изнаночной стороне. Разворачиваю вязание. Вот, я ее провязала бабушкиным способом. Значит, я вот переснимаю на правую спицу за правую стенку. Видите, она у меня задняя в данном случае. И затягиваем. Вот, 2 дужки образовалось. Все, мы провязали второй лист с вами. Здесь я провязываю 2 раздвоенные петли предыдущих рядов. Мы связали с вами второй листик. И сейчас мы провяжем третий лист, покажу, как я провязываю. Снова провязала 11 петель. В этом месте мы точно так же делаем. То есть здесь все у нас красиво получалось раньше. Вот как обычно делаем петлю разворота. Провязываю 8 петель. И эту 8-ю петлю я делаю тоже изнаночной. Изнаночно провязываю бабушкиной. И в данном случае правая стенка у нас задняя получается. Что я делаю? Петля разворота у меня как идет. Я вставляю в эту петлю правой спицы. Вот просто переснимаю ее. Набрасываю нить на спицу и тяну ее вперед. У нас тоже образуются 2 дужки. Но вот таким образом. То есть там мы тянули назад, получается, выворачивали эту петлю. А здесь я тяну на себя таким способом. Все, здесь я придерживаю, вяжу в эту сторону. Сейчас я вам покажу, если вы вяжете изнаночную классическим способом. Так, тут мы разворачиваемся на этом месте. Делаю петлю разворота, вяжу назад. Так, и вот если я вяжу классическую изнаночную таким способом, провязали, разворачиваемся, и ее нужно будет поменять стенкой. То есть только так можно будет ее развернуть вперед. Стенкой поменяли, чтобы задняя стенка была правая. То же самое вставляю спицей и нить тяну на себя. Вот у меня образовались эти 2 дужки. Все, вяжу я дальше. Лист мы провязали, иду на увеличение. Провязываю крестик. И провязываю петлю. Это у меня лицевая петля. Здесь я разворачиваюсь на этом месте. Делаю петлю разворота.
вяжу в обратную сторону. И вот смотрите, у нас идет этот крестик, но он у нас расположен чуть-чуть по-другому. Я его провязываю лицевой петлей, как бабушкину петлю. То есть я ввожу спицу не так, как мы тогда вводили, видите, с этой стороны, а я буду провязывать ее за заднюю стенку. Вот, таким способом, за заднюю стенку провязываем. Тоже лицевой петлей, вот. И теперь я делаю изнаночную петлю, провязываю. И приснимаю, тяну вперед. Этот способ еще, по-моему, проще, чем второй способ. Вот, мы ее присняли и потянули на себя. Здесь я провязываю крестики. И на этом моменте мы уже закончили вязание листа. Здесь я довязываю до конца. Мы сейчас с вами провяжем как будто узор, похожий на бактус махаон, когда мы вязали. Это бесконечные листья. И сейчас я провяжу этот ряд до конца, провязывая все крестики, все сдвоенные петли. И посмотрим, что у нас получилось. Вот это я провязываю пока третий лист. Вот у меня идет крестик. Я в него вхожу спицей и провязываю за правую стеночку. Вот. А теперь у меня идет следующий крестик. Я его тоже провязываю за правую стенку. Здесь вот эти петли лучше подтянуть чуть-чуть хорошенько, чтобы не было протяжек, чтобы петли красивые были. И сейчас я провязываю второй лист. Мы возвращаемся назад. Второй лист мы вязали вторым способом. У нас эти петли разворота по-другому расположены. Я их провязываю за переднюю стенку. Вот тоже вхожу в этот крестик весь. И хорошенько я тут подтягиваю. Ну, даже если хорошенько подтянуть, видите, все равно здесь уже образуются дырочки. Поэтому третий способ все же лучше. И сейчас я провязываю первый лист, с которого мы начинали, наш классический. Здесь укороченные ряды тоже мы провязываем за передние стенки. И кромочная петля. Так, что мы тут навязали, сейчас посмотрим. Вот, смотрите, какой узор получился интересный. И посмотрим вблизи. Первый лист у нас идет классический, вот с вот этим рубчиком. Но здесь у нас разворотов было мало, здесь вроде неплохо смотрится. Если у нас лист больше, то, соответственно, у нас этих разворотов будет больше, и получается вот это такое наложение. Это, значит, первый лист. Второй лист. Вот у нас нету рубчика этого. Но здесь, видите, вот такие вот дырочки есть чуть-чуть. И вот этот третий способ, это мой, которым я начала вязать. Видите, здесь получается очень все красиво. Вот, здесь тугенько, плотненько. Так что рекомендую воспользоваться третьим способом. Мне кажется, он самый красивый, самый аккуратный. Тем более, что вяжется он не сложнее, чем обычный. Буду рада, если мое видео будет вам полезным. Вяжите, творите, фантазируйте. Этими укороченными рядами можно создавать невероятные изделия, вещи. Подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Все, всем пока и до новых встреч, хорошего вам настроения!